Дорогие телезрители, сегодня на Снек ТВ мы опять пригласили змею. Вы так увлекательно объяснили экономику, вернее змейкономику в прошлый раз. Если не считать недоразумения в конце, наши зрители спрашивают, что случилось с золотой рыбкой. Да что ж теперь вспоминать? Но мы приняли необходимые меры, как видите, и решили вас пригласить еще раз, чтобы вы нам объяснили. Например, что? Что такое, по-вашему, давайте обойдемся без измов, что такое премодерн, модерн и постмодерн? В каком смысле модерн-перемодерн? Ну, на всем протяжении. Разумеется, но применительно к какой области? Искусству? Ну там ар-нуво, ар-деко, примитивизм, сюрреализм и прочее. Или к политике? К политике. У нас ведь политическая передача. Тогда понятно, почему рыбу закрыли. Ну что ж, начнем как обычно с мышек. Нет, лучше начнем с верхушки пищевой пирамиды. Начнем с власти. При модерне власть священна. Царь, король, император, помазанник Божий. А верховный понтифик на его голову водружает... Или он сам. Если вы о Наполеоне, то он, конечно, сам себе корону надел. То есть стал автопомазанником. Но, во-первых, он плохо закончил. Во-вторых, это событие уже относится к модерну. При премодерне традиции, скрепы все еще незыблемы. Другого мнения быть не может. Ведь еретиков сжигают на кострах. Власть абсолютна, и вся ответственность за этой властью. Не нравятся вам порядки, идите к королю. Не нравится вам король, способ его убрать – это заговор и... Не надо подробностей. Далее происходит развитие технологий, разделение труда, возникает система стандартов, мер и весов. Соответственно, появляется необходимость просвещений. Ведь работнику нужно понимать, что к чему и почему. Читать чертежи, инструкции, управлять рычагами машин и так далее. Власть уже не дается от Бога. Место Бога занимает образованный человек со средствами. Мнений в обществе – целый плюрализм. Еще одно умное слово. Да. Повсеместное развитие наук, сообществ, информации. Все читают. А власть осуществляется через некоторый общественный договор. Вы нами управляете, а мы, жертвуя своей свободой, раз уж мы вас выбрали, подчиняемся. Во всяком случае до тех пор, пока это целесообразно и разумно. Выборы все еще имеют значение. Политики и партии разные, и они еще отвечают за свои действия. А при постмодерне иначе. Конечно. При постмодерне народу подсовывается список кандидатов для отбора. Попасть в этот список человеку с улицы практически невозможно. Или же его быстро приведут к нужному виду. Ему ведь в системе жить и работать. Таким образом, любой кандидат из списка, независимо от его взглядов, устраивает верхушку. И психушку тоже. Да. На самом деле, кого выбирают, не имеет особого значения, так как за его фасадом управление все равно выполняют назначаемые, то есть практически несменяемые чиновники. А далее, после выбора и неизбежного разочарования, народу как бы говорят: вы же сами его выбрали, что же вам еще? Не нравится? Ну выберите себе в следующий раз другого. А мы вам опять поможем со списком. А пока потерпите. Периодически для разнообразия устраиваются волнения, напоминающие спектакли, где все понарошку, как в театре. Но кровь настоящая. Да, понятно, что власть при этом остается у верхушки. А вот ответственность разделяется с народом. Но так как народа много, то в результате никто не отвечает. Но это явление присутствует и при модерне. Конечно, в меньшей степени. Постмодерн невозможен без модерна. Он вырастает из него вместе с глобализацией рынков и производств. Рабочему, особенно если он находится где-то там в облаке, Юго-Восточной Азии или еще чем подальше, уже не нужно быть в той же степени организованным и сообразительным, как при модерне. Не нужно. Разумеется, ведь ему помогают компьютеры, роботы, искусственный интеллект и тому подобное. Зачем же ему избыточное образование? Это снижает эффективность.
А раз он вместе со своими знаниями мало что стоит, то зачем его лечить, обустраивать, воспроизводить? Пусть он это все как-нибудь сам, если захочет. А уж с помощью развлечений и культа потребления постараются, чтобы ему никогда не захотелось. Совершенно верно. А раз о работнике не нужно заботиться, восполнять трудовой ресурс, то и социальные обязательства не обязательны. Какие-то минимальные функции государства остаются, например, защита правопорядка и инфраструктуры. А в остальном, раз вы сами находите решения и сами за них отвечаете, то как бы сами и становитесь государством. Происходит автономизация или атомизация общества. А чтобы вы далеко не разбредались, вам помогает найти дорогу туда и обратно какой-нибудь предмет. Например, компьютер или смартфон. Государство в смартфоне. Наверное, слышали? Это как? Это когда вам вместо общественного договора дают некую платформу для построения отношений. Ваших, заметим, отношений. А вместо ответственности за ваши решения вам дают рейтинг. Что-то хорошее кому-то сделали – рейтинг плюс. Плохое – рейтинг минус. При этом кто вы, зачем и почему уже никого не интересует. Примеры таких платформ – Amazon, Uber. Знакомые слова. Да, при этом имеется еще и полное либертарианство в отношениях. Голосуй или проиграешь. То есть не хочешь – не пользуйся. Жизнь пройдет мимо. Где-нибудь в лесу. Когда государство в смартфоне, то там же деньги, споры, все новости, все события. Не нравится вам что-нибудь в вашем государстве? Поменяйте себе смартфон. А мы вам опять поможем с выбором. А человек при этом где? Человек, как индивидуум, становится избыточным. Зачем он в самом деле, если, несмотря на возможно оригинальный внешний вид, цвет и пол, он в сущности такой же, как все? Предсказуемый продукт массовой культуры и массового сознания. На все вопросы к нему может ответить его автоматический помощник. Вопросы при этом тоже может задавать автомат. Место гордого человека занимает самодостаточный и самодовольный тролль. Какой ужас! Да, при постмодерне нет традиций, нет морали, никто ничего не читает, в том числе договоры и инструкции, но все пишут, наполняют так называемый контент, бессмысленный и беспощадный. Интересное замечание. Да, кажется, я уже это говорила. При постмодерне нет обязательств на будущее и ответственности за прошлое. Девиз постмодерна – забавная, провокационная и сиюминутная. Это, если я правильно понял, вместо разумного, доброго и вечного. Да, вместо знаний при постмодерне – лайфхак. Вместо доброго – троллинг, не всегда веселый. А вместо вечного – то, что происходит здесь и сейчас. Подождите. Владимир Ильич? C'est-vous encore? Но что это значит? То есть вас bedeutet das? Das передаст. Пролетариат развеялся. Буржуазия мимикрировала под средний класс. Место классовой борьбы занял гламур. Кругом расслабленность, ренегатство и архигатство. Мы не можем дольше ждать, когда эти сонные массы прозреют. Брать все больше и больше в свои руки. Причем прямо здесь и сейчас. Hier und jetzt. Drang und Sturm, Krebse und Hummer, Dreck mit Pfeffer. Ах, вот вы о чем. Привет супруге. Я говорил. Да, коллективное бессознательное. Но вернемся к нашим омарам, то есть модернам. При постмодерне все превращено в потребность и услугу, проблему и действие, то есть систему отношений. Индивидуум исчезает. Вас же не интересует положение конкретной молекулы, движущейся в облаке того или иного газа. Они ведь все одинаковые, не так ли? Да, то есть нет. Совершенно не интересует. Но если индивидуум исчезает, то что же остается? Система, платформа, движение, отношения, сосуд. Сосуд? Ну да, это как сосуд и газ. Газ? Ну да, поведение людских масс и газов описываются одними и теми же законами термодинамики. Все, что нужно верхушке, это поддерживать в сосуде оптимальное давление. Иногда подбрасывать дровишки, иногда выпускать пар. Я теряюсь в догадках.
Вы хотите сказать, что премодерн, модерн и постмодерн соотносятся как твердое, жидкое и газообразное состояние общества? То есть окостеневшая архаика, подвижный модерн и газообразная... Ну, это уже поэзия. Я как раз недавно об этом сочинила Ронда. Я сейчас прочитаю. Когда змея, оплакивая грезы, влачит в ночи безрадостный удел, она шуршит в ее пред... Об этом лучше в другой раз. Давайте еще по нашей теме. А это все. Все? Да. А дальше? А дальше вот. Опять? Как у нее это получилось? Как видите, мы должны срочно закончить передачу. Вот такие времена. Ловите змею, заберите у нее рыбу. Не дали закончить. И рыба маленькая. Я прочитаю еще раз. Когда змея, утрачивая грезы, влачит в ночи безрадостный удел, она шуршит в ее предел, проникли хищные угрозы. Роман застыл на ноте ре, и нужно спрятаться в норе. Благодарю за внимание.